Упрямый силуэт. На радио «Мелодия». Вы опять захотите меня послушать и... Моей же будешь, скажешь мне да. Но ты бомба, ты мега-бомба. Сорву все бомбы, обрежу провода. Но ты бомба. Ой, нет пути назад, милый, я все решила. Хочу медовый месяц насешила. Ученые так и не смогли однозначно ответить на вопрос, в чем состоит смысл жизни человека. А как по мне, так и вовсе не стоит задаваться такими бестолковыми вопросами. Живи, как живется, наслаждайся жизнью и не засоряй головы всякой ерундой. В чем смысл нашей жизни? Ради чего мы живем? О, как мы не любим задаваться такими вопросами, как стараемся убежать от их разрешения. Но чем более бежим, тем более они досаждают нам, тем более беспокойна становится наша жизнь. Собственно, в самом этом бегстве уже заключен ответ на все эти вопросы. Он прост. Человек ищет покоя. Он хочет избавиться от беспокойства, обрести внутренний мир и гармонию или, говоря по-простому, найти счастье. Ради этого живут все люди, ради этого мы предпринимаем все наши труды, на это расходуем все силы, и все же в большинстве своем остаемся несчастными. В чем причина? Быть может, не там ищем? Не забыто ли нами то, что, собственно, составляет наше счастье? То, чего нужно искать в первую очередь? И не от того ли мы бежим от всех этих вопросов, что боимся признаться себе в нашем забвении и незнании, признаться в том, что обманываем самих себя, увлекаясь иллюзией, гоняясь только за призраками счастья, ища его не там и не в том. Построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Вот, в принципе, ничего не поменялось. То есть все к этому идет. В том, чтобы создать семью. Добрую, надежную. Найти себе подругу верную в жизни. Ну и вырастить с них детей. Конечно, не одного, минимум двоих. Знаете, я отвечу так, вот ради чего сейчас человек живет, я не знаю, но я лично живу ради детей пока что, там видно будет. Сейчас такая жизнь, она меняется, понимаете? Сегодня такая, завтра такая, не поймешь как. Достичь наивысших возможностей, которые Бог дал человеку, верить в себя. Чего-то добиться в жизни, и чтобы действительно люди про тебя вспоминали, говорили, действительно, этот человек что-то внес в мир, и что-то хорошее, не плохое, а хорошее. Сделать что-то доброе, что-то хорошее на этой земле, и сделать что-то доброе и изменить жизнь другого человека. В том, чтобы быть полезным людям, я считаю. Другого смысла я не вижу. Делать добро людям. Это, я считаю, смысл жизни. Смысл жизни каждого человека – это понять, чего ему хочется, и достичь этого. Все. А смысл жизни в том, что мы нормально жили в нормальной стране при нормальных ментах. Значит, я скажу так. Каждый человек живет и определяет для себя цели в жизни сам лично. Это, конечно, если человек сознательный, не основываясь ни на каких других рекомендациях, которые ему даны кем-то, чем-то или как-то.
Но психологи говорят, что если человек активно занимается поиском смысла жизни, то ему самое время обратиться к психиатру. Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал такую фразу, с которой я уже согласна, что смысл жизни в ее бессмыслии. И вот, по-моему, я уже доросла до этой фразы, и смысла этой фразы. Все. Человек прожил жизнь, уже человек в зрелом возрасте, все, и вот он приходит к такому заключению. То есть, что жизнь не имеет никакого смысла, бессмысленна. Почему так? Она не одна. То есть многие люди приходят именно к тому же. Ну да. Но человек, естественно, пытается искать смысл жизни своей в чем? В том, что он там выйдет в жизнь, вот. Начнет там, может, кто-то хочет там больше денег заработать, кто-то хочет там свою семью создать, там хорошую, там детей вырастить, дом построить, там или еще что-то в этом роде, кто-то достичь там каких-то целей в жизни, типа там выйти на большую арену, там эстраду, или на большую, так сказать, политику, там или еще чего-нибудь в этом роде. То есть человек всегда смысл, он как бы дает человеку стимул жизни. То есть зачем жить? Для чего жить? То есть это заложено в природе естества человеческого, что человек все время, вот, в его природе, он живет ради чего-то. Иначе зачем ему жить? Вот. И вот это ради чего в природе естества человеческого заложено, что он ради чего-то должен человек жить, ради чего-то он живет. И вот он ищет это все время, всю жизнь ответ на этот вопрос. Ради чего я живу-то? Вот. В чем смысл моей жизни? Он задает себе такие вопросы. И пребывать в этом мире нецелесообразно. Если нет цели, нет смысла. Ну, конечно, человек, пытаясь всего этого достигать, думает, что если он до этого достигнет, ему будет хорошо. Вот. И он обретет некий такой покой, придет некое такое умиротворение, как бы, проще говоря, будет хорошо. Но в результате, в реальности, оказывается, что когда человек достигает этого, то на момент времени, на короткий, хорошо, а потом уже дальше опять та же самая обыденность, повседневность, хорошо заканчивается. Вот, опять вступают какие-то проблемы, начинаются, скорби, прочее и так далее. То есть выясняется, что да нет, человек, все то, что ты думал, чего достичь, оно, оказывается, не приносит тебе конечного удовлетворения в твоей жизни и не может тебя удовлетворить окончательно. Вот. Достиг человек материального благосостояния. Вот оно и есть. Но удовлетворения окончательного в жизни своей он не получил. Потому что, момент на короткий, на какой-то. Хотел человек купить себе машину, там, дачу или еще чего-то. Достиг этого в своей жизни. Вот. Получил на какой-то короткий момент времени удовлетворение, и все. Дальше его нет. Дальше уже все это становится обыденной повседневностью. Вот. То есть, как говорил Достоевский в свое время, что материалисты, то есть практические материалисты, которые по жизни непосредственно в реальной жизни на практике материалисты и жизнь свою ограничивают исканием материальных благ и благосостояния материального, вот, то они находят удовлетворение только в самом процессе к достижению этого, чего человек желает, хочет, материального того блага или благосостояния. Потому что пока он живет этой мечтой, иллюзией, что вот когда, мол, достигну, и тогда наступит хорошо, счастье, как бы некое такое. Вот. Когда живет этим, он предвкушает. И в этом предвкушении находит для себя наслаждение, приятность, удовольствие. Вот. Но когда достигает этого уже, то на короткий момент получает наслаждение и удовольствие, потом оно проходит. Как поется там в той песне, еще раньше пелось, есть только миг, за него и держись. Вот так оно и получается, что современный материалист, он только держится, или, можно сказать, так, большинство современный человек в своем большинстве держится вот за этот миг наслаждения. Получил его, вот, вкусил, все. А дальше его нет. Дальше опять наступает обыденная повседневность, все прошло. И удовлетворения в полноте, окончательного, полного, бесповоротного нет. Наша жизнь наполнена великим разнообразием смыслов. Каждое наше движение уже непременно несет в себе некий смысл. Так что если даже кто-то захочет нарочно лишить свою жизнь всякого смысла, тот уже поставил перед собой задачу или цель. А значит, и усилия, и время
затраченные для ее решения, непременно будут иметь какой-то смысл. Я предпринимаю то-то и то-то для того, чтобы получить вот это. Решать эту формулу каждый человек обречен ежеминутно, в течение всей своей жизни. Один смысл сменяет другой, и так без конца. Конечно, сперва надо сейчас там закончить институт, вот, потом хоть работать. То есть это все, конечно, жизнь никогда не останавливается. Вот. И вот все это разнообразие смыслов от малого до великого имеет одну общую черту. Каждый менее значимый смысл, чтобы не сделаться бессмысленным, непременно должен вести к осуществлению более значительного, более важного. И какие бы высокие цели не ставил перед собой человек, каких бы вершин не достигал в жизни, повсюду как тень преследует его и не дает ему покоя вопрос: а ради чего все это? И что же дальше? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Однако чуть забрежет на мысленном горизонте человека очередной предмет его желаний, какой, недолго думая, замыкает на нем смысл всей своей жизни. Предмет этот представляется ему в тот момент как бы пределом желаний. Ведь заглянуть и увидеть то, что находится дальше, за горизонтом, он пока еще не может. Но вот цель достигнута, и нашему взору открываются новые горизонты, новые перспективы, новые предметы желаний, на фоне которых все то, ради чего мы до сих пор жили, к чему стремились, меркнет, становится обыденным, как высохший кустарник при дороге, оставляя по себе лишь пустоту и горечь разочарования. Вот я и миллионер. Сбылись мечты идиота. Ну, я вообще-то как-то все по-другому себе представлял. Я думал, мир переменится в эту секунду. Ничего, нет. Решительно ничего не произошло. Подзащитный. А знаете, что сказал Амундсен своим товарищам, когда они в своем дирижабле Норге наконец-то пролетели через Северный полюс? Он им сказал без воодушевления: ну вот, мы и прилетели. А внизу был битый лед, трещины, холод и пустота. Тайна раскрыта. Цель достигнута, делать больше нечего. Надо менять профессию. Ничего. Впереди нас ждут слава, почет и уважение. Пойдемте, Александр Иванович, я угощаю. И человек подойдет, все, он подойдет к смерти. Будет лежать, болеть, допустим, примерно на смертном одре, он болеет, все. В чем теперь смысл моей жизни? Вот теперь, потому что он же дальше еще живет. Сколько он проживет? Неизвестно. Но в чем смысл его жизни в этот отрезок, период времени? Ну, чтобы на старости лет мне было вспомнить, так сказать, вот ради каких благородных целей я жил, как, так сказать, вообще, как я прожил жизнь свою. Вот. А что ты в этих воспоминаниях будешь для себя находить? Я буду наслаждаться своими воспоминаниями, получать от них удовольствие, проще говоря, искать в них, опять же, того же самого блаженства. Получается, опять человек в этих воспоминаниях ищет чего? Того, чего он искал в своей жизни, всегда стремясь к достижению того или иного, то есть
Но это глупо в этом видеть цель и смысл жизни. Почему? Потому что, в принципе, по твоей цели, получается, не изменились, по сути, по смыслу, если их рассмотреть. Как ты там искал того наслаждения, удовольствия, блаженства, так ты и теперь, придя под конец жизни, занимаясь воспоминаниями, делаешь то же самое. Опять же ищешь этого наслаждения, удовольствия, блаженства, но только через посредство воспоминаний. Вот. И спрашивается, неужели в этом смысл твоей жизни? В неведении истинного смысла своей жизни на краю могилы бедному человеку ничего не остается, как только искать утешение в прошлом. И после трудной смены веселые запевки в нашей... Погружаясь в воспоминания, предаваясь грезам, он таким образом пытается скрыть от себя мрак бессмыслия, сгущающийся со всех сторон. Естественный закон неотвратим. Человеку нужен новый смысл, новый стимул для продолжения жизни. И он находит его. Поиск наслаждения, доставляемого воспоминанием, мечтой становится его новым, а для многих людей и последним смыслом их жизни на земле. Живут во мне воспоминания, живут во сне и наяву. Они тепло мое весеннее, моя мечта, мое везение, моя надежда и спасение. Пока я помню, я живу. Круг замкнулся. Неужели это все, ради чего мы пришли на эту землю? Где же выход? Опять иллюзия, опять обман. Ведь это временный эффект. Его дальше нет. Ну сколько человек может стимулировать себя этими воспоминаниями? Вот, ну постимулировал, там поделал это и так, но он же не может каждый день жить только воспоминаниями. Жизнь-то идет. Философ принимает? Это смотря кого. Вы частное лицо? Нет. Нет, я от одной кооперативной организации. Вы с группой. Сколько у вас человек? А то, знаете, философу трудно принимать всех отдельных лиц. Он предпочитает беседовать... С коллективом. Меня как раз коллектив уполномочил разрешить один очень важный, принципиальный вопрос насчет смысла жизни. Одну секундочку. Грядущее поколение, которые, вот дети, которых я родил, семья, да, дети, они моя вечность. Вот, они мое будущее, они мое продолжение, так сказать, я продолжаю жить в них. Ну да, но дети, в которых человек может как бы, ну, жить таким образом, подчас могут оказываться совсем не такие, как бы мне хотелось. Вот. Они могут становиться плохими, нехорошими, могут становиться убийцами, наркоманами, могут просто другим людям делать зло какое-то. Вот. А может быть, он не совсем порядочный человек станет. Смотрите. Видите, вон идет человек в соломенной шляпе. Ну, вижу. И что, это губернатор острова Борнео? Да нет, это Паниковский, сын лейтенанта Шмидта. Как? Еще один сын? Это становится забавным. Но даже если у кого дети получились и хорошие, вот как он считает, как ему хотелось, допустим, человек опять же на какой-то момент времени получает в себе наслаждение, приятность, удовольствие от того, что вот у него, допустим, такие дети, как он хотел. Но опять дальше-то продолжается жизнь. Теперь это, то есть, и обыденная повседневность. И в этой обыденной повседневности не будешь ты все время думать и наслаждаться, что вот какие у меня хорошие дети. Не будешь же ты все время искать удовольствие и приятности и думать только об этом. Если бы я вам сказал, что дети – это средство, но не цель, как бы вы отнеслись? Нет, ну понятно, нет, конечно, хочется, вот, ну цель одна единственная, хочется жить хорошо, понимаете, и зарплата, чтобы была хорошая, и место работы было хорошее, и все хорошо, чтобы... И тогда получается, что в этой обыденной повседневности у тебя наступают какие-то другие заботы, какие-то другие явления, ты отвлекаешь свое внимание на то, другое, пятое, десятое, вот, об этом не думаешь.
И получается, в этих других моментах жизни у тебя опять какая-то неудовлетворенность. Вот, где-то вылазит твой дух недовольства, обиды, раздражения и прочего всего. И нет по этой причине удовлетворенности, вот, блаженства того, которого ты хотел. А как часто бывает, что то, чем мы живем, во что вкладываем всю душу и сердце, внезапно исчезает, отнимается у нас, похищается смертью, повергая нас в отчаяние и безутешность. В конце концов уходим и мы сами, уходим из этой жизни, так внятно и не ответив себе на вопрос, ради чего все-таки прожили. Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Казалось бы, о человек, остановись, задумайся, вникни в эту закономерность, извлеки урок. Посмотри, не сама ли это беспокойная твоя природа, вынуждающая тебя бесконечно искать, стремиться, достигать, свидетельствует, что должен быть какой-то другой, верховный, невременный смысл, в подчинении которому должно находиться все то временное, в жертву чему ты по близорукости своей приносишь всю жизнь. Такой смысл, который не ограничивался бы рамками только этой земной жизни, но простирался бы и в вечность. Там, в вечности, имел бы свое осуществление. Но, увы, новые желания охватывают твое сердце, и ты летишь навстречу очередному разочарованию. Человек живет, естественно, что он может там семью иметь, это все, конечно, без этого никак нельзя. Там дом, там работа, там прочее, все это естественно. Вот. Но сделать это главным существенным смыслом жизни человеческой, что-либо из этого, никак не получится, потому что оно не принесет человеку окончательного наслаждения, не принесет окончательного удовлетворения его душе, не принесет того блаженства, постоянно, всегдашнего, к которому он стремится. Ради чего стоит человеку жить? Ради того, что принесет ему полное удовлетворение и блаженство, наслаждение и блаженство, к которому он стремится, подспудно не понимая этого в духе своем. В неведении главного, истинного смысла жизни человек страдает. Но посреди вихря житейских забот и увлечений он как бы не ощущает это страдание, и лишь по временам оно проявляется в нем беспредметной тоской, тревогой, апатией. Но вот наступает момент разочарования, и человек вдруг со всей ясностью видит все бессмыслие содержаний, которыми он привык жить. Они больше не способны наполнить его жизнь. Все, чем он жил, на чем основывал свое существование, вдруг рушится, и человек падает. Падает в пропасть всех низких пороков и страстей, а многие вовсе кончают жизнь самоубийством. Так происходит трагедия человека, семьи, общества, нации, человечества. И эту трагедию невозможно остановить иначе, как только вернув человечеству истинный и главный смысл его жизни на земле. Часто глушил вино я жадно раскрытым ртом, но кто-то незримый мною не говорил не то. Так
выше и занялся наркотой. Но кто-то почти Всевышний мне повторял: постой. Сексом заняться силясь, с этой крутил и стой. Но кто-то большой и сильный мне повторял: постой. Травил себя разным ядом, сменил увлечений 100. Но кто-то, идущий рядом, мне повторял: не то. Забросив и то, и это, в загул уходил в запой. Но кто-то, ведущий к свету, меня поманил с собой. Повел по скалистым тропам, по рекам, где страшен брод. И я проходил над пропастью, и я проходил вперед. Пусть к свету пока не вышел, но и вижу в дороге долг. Пусть то, что намного выше, чем то, что совсем не то. В Америке есть миллионер, который повесился. Знаете от чего? Потому что, скучно ему стало. Короче, он все имел, все абсолютно. Он мог покупать целые страны. А у нас нема ничего. Но он имел все абсолютно. Почему он меня не позвал? Нет, вы знаете, я не собираюсь вешаться. Я пусть пропаду. Я ему не дала бы скучать. Но я вешаться не собираюсь. Мы хотим остановить человека от окончательного падения во тьму безнравственности и разврата. Но что мы предлагаем ему взамен тех кратких утех, того недолгого забвения, которое приносит ему, скажем, наркотик? Чем хотим наполнить его жизнь? Такими же временными и приходящими содержаниями, разочарование в которых, быть может, и довело беднягу до падения. И все, что было, не смыть ни водкой, ни мылом с наших душ. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Най-на-на, най-на-на, най-на-на. Если бы вам вот дали все вот это, чего вы хотите, вы были бы счастливы? Да, да. Мы бы работали, Был бы дом. естественно, было бы все нормально. Если бы дом был бы, я был бы, все. Если бы Господь Бог дал такую возможность нам, мы бы жили бы как раньше. Как раньше? Да, можно понять этих бедных людей, не имеющих даже необходимого в жизни. Но долго ли продлится их новое счастье? Смогут ли они быть счастливы, довольствуясь лишь этим необходимым? Дай им Бог. Только вот, не изжив саму причину страданий, можно ли устранить следствие? Нет. Никакие радости земных благ, семейного счастья, здорового образа жизни сами по себе не способны устранить ту боль, то страдание от бессмыслия, таящееся в глубине духа. Но что же тогда способно устранить это страдание? Что это за верховный смысл? Как найти? Как определить его? Русский мыслитель и философ Иван Ильин мерилом всех жизненных содержаний поставляет
смерть. «Жить стоит только тем, — пишет он, — за что стоит бороться насмерть и умереть. Все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судья. Она есть некая таинственная, от Бога нам данная мера всех вещей или человеческих дел. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Но что с человеком останется? Вот придет смерть. Что с ним останется? Семья? Нет. Материальное благо? Нет. Слава, почет, который он имел? Нет. Вот. Тело его тоже не останется. Ничего. Все, что он имел здесь временно в этой жизни, ничего этого не останется. Что же тогда останется? Чем он туда перейдет? Останется сам человек, то есть его душа разумная, которую Бог сотворил, когда сотворил человека, дал ему душу разумную. Вот она останется. И, собственно говоря, смерть-то, это и есть что это такое? Это и есть разлучение души с телом. То есть до момента смерти есть жизнь. Душа пребывает в теле человека, живет человек. Приходит смерть, как? Душа покидает свое тело, поэтому и приходит смерть. А пока он ее не покидает, человек живет. Душа покинула тело, мы называем это явление чем? Смертью. И вот и нужно выяснить, то, с чем остается душа и будет теперь дальше пребывать всегда вечно, вот это, собственно говоря, и есть смысл жизни человеческой, ради чего человеку стоит жить и умирать. И вот с чем остается душа? Ничего материального в тот мир она не забирает. А что она забирает? Туда, в тот мир. Иной, лежащий за гробом. Вот тот только душевный настрой, который она имела в течение всей прошедшей жизни, воспитала его в себе. Какой? Можем ли мы воспользоваться мудрыми указаниями природы наших желаний для того, чтобы это обосновать? Почему бы и нет? Не подобна ли, например, наша жажда жить вечно жажде воды у человека, оказавшегося посреди пустыни? Хотя в поле нашего зрения и отсутствует сам предмет, но жажда не свидетельствует ли нам о его существовании? Такое невозможно. Это происки дьявола. Ты не можешь умереть, Маклауд. Смирись с этим. Итак, о чем же говорит нам природа? Во-первых, наше стремление бесконечно желать и достигать большего свидетельствует нам о нашем бессмертии. А во-вторых, стремление к покою и блаженству свидетельствует о наличии самого этого покоя и блаженства, и притом вечного. Но в чем же состоит это блаженство? И что составит его для нас там, в вечности, за порогом смерти? Душевный настрой – определенное душевное состояние или расположение душевных чувств, приносящее человеку, в зависимости от характера этих чувств, либо ощущение счастья, покоя, гармонии, внутреннего удовлетворения, либо, напротив, ощущение несчастья, беспокойства, внутренней дисгармонии и неудовлетворенности.
Обычно люди тесно связывают свое душевное расположение с внешними обстоятельствами их жизни. Считается, что чем более у кого эти внешние обстоятельства благоприятны, тем, стало быть, и более счастливо и покойно ощущает себя человек. Но так ли это на самом деле? Смилуйся, государыня Рыбка, опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольной царицей. Некоторым людям достаточно лишь хорошенько припомнить те моменты в своей жизни, когда они были по-настоящему счастливы, как они с удивлением обнаружат, что в большинстве случаев они не только не имели какого-либо особенного внешнематериального стимула, но напротив того, не имели даже просто элементарного. Но что такое счастье? Это вещь относительная. Для каждого человека свое счастье. Беда в том, что мы ошибочно смешиваем внешние обстоятельства нашей жизни с нашим внутренним восприятием этих обстоятельств или с тем, как мы по жизни привыкли реагировать на них на уровне наших душевных чувств. Часто случается, что посреди внешне самых благоприятных обстоятельств мы вдруг ощущаем беспокойство, уныние, внутренний разлад и, напротив, посреди, казалось бы, самого внешне безотрадного положения мы вдруг испытываем необъяснимое утешение, исходящее как бы изнутри нас. Никто не бывает несчастен от одних только внешних причин. Сенека. Стало быть, наш душевный настрой и есть та стихия, которая не подвластна внешним обстоятельствам нашей жизни, которая лишь косвенно зависит от них, изменяясь от нашего внутреннего восприятия он их в течение этой временной жизни. И коль скоро она не подвластна материи, то, стало быть, это и есть то, чему предстоит перейти с нами вечность. Вот как бы мы с вами выясняем то, что там, за порогом смерти и за гробом, человеку понадобится душевный настрой какой-то. Вот то, с чем он останется. С душевным настроем, который он воспитал за всю свою прошедшую жизнь. И когда пришла смерть, он перешел туда с ним. И так с ним и останется навечно. Священное Писание по этому поводу говорит так, что посеешь здесь, на земле твоего сердца, то там за гробом и пожнешь. То есть, проще говоря, какой душевный настрой посеешь ты, вот, в своей душе воспитаешь в прошедшей жизни, в течение всей прошедшей жизни. Вот этот душевный настрой, там за порогом смерти, ты его и пожнешь. Всякое событие или происшествие, случающееся в нашей жизни, проходя через органы душевного восприятия, оказывает влияние на наши душевные чувства, придавая им определенную окраску или настрой. До тех пор, пока это влияние не принесло нам ощутимого дискомфорта, мы просто не замечаем происходящего внутри нас, хотя и напрасно, ибо благоразумное внимание к себе могло бы предостеречь нас от многих бед. Но вот произошло нечто из ряда вон выходящее, и наши чувства пришли в активное движение. Наше настроение явно портится, а вместе с ним и наше самочувствие. Теперь мы ясно осознаем происшедшую перемену, ощущаем дискомфорт. Желание избавиться от дискомфорта заставляет нас действовать. Нам надо как-то внутренне и внешне отреагировать, чтобы устранить страдания. Но как? К сожалению, многие из нас привыкли отдаваться первому порыву чувств, принимая его за нечто естественно необходимое, не раздумывая над тем, куда может занести этот порыв. Но так ли это естественно и необходимо? Да, именно так и обстоит дело для животных. А для человека, к счастью, нет. В отличие от животного, которым движет инстинкт, человек всегда имеет свободу выбора.
оценить и избрать наиболее верный для себя образ внутренних и внешних действий во власти человека. Однако, чем чаще мы избираем худшее, чем более привыкаем плыть по течению, тем сложнее становится нам повернуть вспять, тем более крепнет и преобладает в нас сродный нашим поступкам настрой души, тем далее уходим мы от истинного блаженства. Напротив, чем чаще мы избираем лучшее, чем старательнее осуществляем его в своей жизни, тем с каждым разом все легче становится нам избирать это лучшее, тем более крепнет в нас душевный настрой, приносящий нам покой, блаженство, счастье. Так формируется и созревает в нас тот душевный настрой, который составит нашу участь в вечности. Ибо необходимо однажды закончиться трудами борьбе, уступив место собиранию плодов. Приходит смерть и окончательно запечатлевает нас в том душевном расположении, которое мы избрали для себя предпочтительным. Исчезают и сами средства, имея при жизни которые мы могли бы что-то в себе менять. Точка невозврата пройдена. Наступает вечность, каждый пожинает то, что посеял. У нас с вами вырисовывается как бы главный смысл жизни человеческой. Это что? Это чтобы, перейдя за порог смерти, обрести там в своей душе вот тот душевный настрой, который бы доставил тебе вот такое душевное состояние, где бы не было бы ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни страданий, ни скорби. А было бы что? Блаженство. И причем какое? Вечное. Вот чего. То есть блаженство. Но как человеку определить этот правильный путь, ведущий к блаженству? Где взять верный ориентир, который бы помог человеку не сбиться с пути? Узнаете мою искусницу, ваша она. Не узнаете, наша она навеки вечная. И здесь к нам на помощь опять приходит наша природа. От самого нашего рождения сокрыто в нас и действует некое глубинное чувство или голос, как бы второе «я», непрестанно оценивающее и произносящее суд над всеми нашими поступками и помышлениями. Это сокровенное чувство мы называем совестью. От всех женщин холодом веет, они водяные. А как почувствуешь тепло человеческое? От ее одобрения или неодобрения наших действий напрямую зависит наше душевное состояние. Одобряя наши действия, совесть приносит нам утешение, отраду, покой. Неодобрение же ею наших действий непременно отзовется в нас беспокойством, страданием, мукой. Она как бы некий нравственный кодекс или естественный закон, вписанный в наши сердца от рождения. Она же побуждает нас следовать этому закону, избирать лучшее, избирать то, что приведет нас к блаженству. Вот моя мама! Однако мы не связаны необходимостью поступать по совести. Пока живет, человек может противиться ей, заглушать в себе ее голос, предаваясь развлечениям, отвлекая внимание ума на предметы внешнего мира, криво истолковывая ее требования в угоду своим страстям. И только после смерти, когда исчезнет все окружающее его в мире материальное, его внимание невольно от внешнего обратится вовнутрь и найдет там неудовлетворенную совесть, укрыться от которой уже будет некуда. Само по себе, что такое нравственность? Вот. Откуда она явилась вообще? Собственно говоря, нравствен Бог. От Него исходит вся нравственность, истинная и настоящая. Он, сотворивший человека, давший ему душу разумную, вот, сотворил естество человеческое нравственным по естеству его и вложил в него нравственный закон. Какой? Совести. Это, как говорят,
святые отцы есть как бы некий отблеск божества в человеке. И вот этот нравственный закон, закон совести, все время человека влечет к чему? К нравственности. Какой нравственности? Вот. К той, которая исходит от Бога, от Творца и Создателя, которую Бог вложил, собственно говоря, в человека. Скажи, Иван, есть Бог или нет? Только серьезно говори. Серьезно? Бога нет. Так, Алешка, говори. Есть Бог? Бог есть. Иван, ну а бессмертие-то есть? Ну, хоть какое-нибудь-то, ну маленькое-то, ну, малюсенькое. Нет и бессмертия. Никакого? Никакого. Алешка, есть бессмертие? Есть. И Бог, и бессмертие? Боги и бессмертие. Ну, прав ты, вероятно, Иван. Бог. Всевышний. Разумное творческое начало, сотворившее все видимое и невидимое. Существование его мы можем или принимать, или отвергать. Однако, независимо от этого, все мы, без исключения, имеем одну природу желания, которая вынуждает нас искать вечный неприходящий смысл, стремиться к блаженной вечности. И если допустить, что Бога нет, нет Творца, что наша жизнь не более чем случайный плод слепой стихии, тогда все эти возвышенные стремления и чаяния наши всего лишь нелепая и трагическая случайность, явившаяся в нашей природе по недоразумению как бы некая врожденная и неизлечимая болезнь. Человек, отвергший своего Творца, остается наедине с множеством неразрешенных вопросов, которые ставит перед ним его природа. И, оставаясь неразрешенными, они мучают его, лишают покоя, которого он так ищет. Но борьба веры и неверия – это ведь такая мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно. Послушай, может быть, ты сам в Бога не веришь? Как тебе сказать, если ты серьезно, то я... Есть Бог или нет? Не знаю, голубчик, ей-богу, не знаю. Не знаешь, а Бога видишь? Видишь, а не веруешь? Нет, нет, ты не сам по себе, это я! То есть нравственный закон, сама по себе нравственность, она заложена в природу естества человеческого Богом. И нравственный закон, который заложен в природу естества человеческого, влечет человека обратно к тому общению, к той связи с Творцом и Создателем, которую человек потерял через грехопадение. Слушай, пришла пора разрушить в человечестве самую идею о Боге. Вот с чего надо начинать. А раз человечество отречется от Бога, то человек сам возвеличится духом титанической гордости и явится человека Бог. И уж, конечно, в этом новом чине человек с легким сердцем перескочит всякую нравственную преграду. Для Бога не существует закона. Все ему будет дозволено. Все и шабаш! Вот почему у человечества не получается ничего на этом пути. Когда оно пытается без Бога создать нравственность, без Бога, без Творца и Создателя, без соединения с Ним, без источника этой нравственности. Не может быть на земле никогда нравственности без источника ее, Бога, без общения с Богом, с божественной благодатью. Бог создал тебя для того, чтобы ты помогал людям жить. В этом смысл жизни, я считаю. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позора за подлинное и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному – борьбе за освобождение человечества. Отчаявшись от безуспешных попыток обрести покой и счастье в бурном море земных наслаждений и эгоистичных интересов,
бросаемый волнами разочарований и невзгод, человек выходит, наконец, на обширный и незнакомый ему берег нравственных ценностей и идеалов. Только свободный волк, товарищи, освободит человека от позора и сделает его счастливым! Гонимый жаждой блаженства, он тотчас самоуверенно бросается вглубь неизученной им стихии, совершенно не думая об опасностях, подстерегающих его на этом пути. Но, бедный человек, тебе вновь предстоит разочарование. Тебе в который раз предстоит узнать, что ты слеп, узнать, как ты беспомощен, жалок и смешон в своей самонадеянности, в своих попытках что-то изменить самому в отрыве от Бога, от того верховного существа, которому ты обязан всем. Тебе в который раз предстоит опытно убедиться в истинности того древнего как мир сказания, поверить которому тебе мешает твоя гордыня. Ведь там повествуется о твоем бесславном падении и изгнании. Изгнании на необитаемый остров твоей самости, которую ты возлюбил более Бога. Ну, как строится социализм? Генрих, напрасно вы хлопочете. Сейчас вы опять будете ругать советскую власть. Это скучно и неинтересно. И потом, мы это можем услышать от любой старушки из очереди. Совсем не то. Я хочу рассказать библейскую историю про Адама и Еву. Вы позволите? Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его Адам. И была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти люди отправились однажды погулять в Московский рай, в парк культуры и отдыха. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви. Но ваши Адам и Ева были марксисты. И, возможно, они говорили о мировой революции. Ну и что? А то, в какой-то момент молодые люди отвлеклись от высокой политики. И Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева заметила, что перед ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через 3 года у них уже было 2 сына. Ну и что? А то одного сына зовут Каин, а другого Авель. И что через известный срок Каин убьет Авеля, Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с 3 сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа. Ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятитесь насчет новой жизни. Аминь. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть, собственно, тоже есть указание на совесть, да? Тут присутствует указание на нравственность какую-то. Но получается, что эта нравственность на самом деле неправильная, ложная. Почему? Потому что здесь, за этой фразой, которую произносили в свое время там комсомольцы, коммунисты, вот, за ней скрывается что? За ней скрывается дух гордыни, дух самомнения, что вот я достиг своей жизни, сделал добро вот то или то, вот я. Опять же, человек хочет поставить себя на пьедестал. Вот я. То есть, проще говоря, за этим, за всем скрывается смысл какой? Найти удовлетворение моему самомнению, моему духу самости. Найти удовлетворение моей гордыне. Вот. Чтобы вот можно было мне чем гордиться, что я не зря, не бесцельно прожил эти годы. Слышь, пап, я вот все думаю, что нам для полного счастья надо, пустяк. Обогреться маленько и все. Да, ладно. Еще бы эту проклятую дорогу построить.
чтобы люди не мерли. Это точно. Ну ладно, спи. Слышь, Ванька. А потом по всей земле свобода. Для всех. Да. Хорошо бы. Вот когда будет свобода для всех, вспомнят люди про это или не вспомнят? Про что? Вот про это. Может, найдутся, которые скажут, не было этого. Не спали в повалку, не мерзли, не кормили в шей. Ну и черт с ним. Пусть говорят. Тебе-то что? Как что? Пусть помнят. Пусть все помнят. Как мерзли, голодали, холодали. Все. Так смысл был, получается, не в том, чтобы прожить эти годы, а в том, чтобы потом вот найти вот это удовлетворение. Чему? Своему духу гордыни, самости. И в этом цель выходит. Но это же абсурд. Это же бессмыслица полнейшая. Вот. Ведь это же не принесет человеку удовлетворение полное. И не доставит ему покой, душевный мир, счастье, блаженство. Нет. Я что-то делаю, меня люди уважают, и в этом мое счастье. Меня любят, меня уважают, со мной считается какой-то, со мной здоровается. Вот. И я тоже рад, что вижу этих людей. И дальше у него, когда он будет в себе вот этот дух подогревать, что вот я не зря прожил, бесцельно, там, не бесцельно прожиты у меня годы, он подогревает себе этот дух, что он из себя что-то значит, он не зря прожил. Но опять повседневная жизнь вместе с этим еще идет. И в этой повседневной жизни кто-то чего-то не так, где-то чего-то не того. Человек раздражается, недовольствует, обижается, гневается, ненавидит, злопамятствует. И он не испытывает счастья и блаженства. И он, так сказать, мучается на самом деле от этого, страдает. Хотя при этом говорит: мне не больно мучительно за бесцельно прожитые годы, я там сделал все, что это самое. Ну вот в этот момент он себя возвысил, подогрел в себе вот этот дух, прошел этот момент. Вот поступила обыденная повседневность, тут, так сказать, где-то чего такое-то искушение, вылез дух недовольства, обиды, раздражения, там, возмущения, наступили вот мучительно, больно стало. То есть я-то не мучительно, то есть я-то прожил достойно свою жизнь, да? Но при этом я пришел в магазин, на меня там продавщица накричала, то есть она поступила по отношению ко мне недостойно. Вот потому что я-то достойно прожил, а тут недостойно со мной обращаются или еще чего-то. Вот и получается, что человек не нашел себе покоя, не нашел полного удовлетворения, нет счастья для него и блаженства. Получается некая такая иллюзия, утопия, обман. То есть он сам для себя строит некую такую иллюзию в голове, да? И через посредство этой иллюзии пытается себя, так сказать, подогреть, что вот я и найти для себя наслаждение, удовольствие, как бы, блаженство. И вот человечество все время строит себе такие иллюзии. Вот. А полного счастья всегдашнего, чтобы оно не прекращалось, нет уже ведь. Но что же с нами все-таки произошло? Отчего наши, казалось бы, добрые намерения терпят крах? Откуда эта нравственная слепота и бессилие? Откуда несчастье, войны, преступления? Как это носителем бессмертных стремлений и надежд сделалось смертное тело? Как будто что-то злое и чуждое вторглось в нашу природу и пленило ее. Как бы некая тьма окутала наше сердечное око, и свет, который прежде был присущ всякому нашему действию, ясно освещавший каждый наш шаг, дававший жизнь всему нашему существу, вдруг померк. А может быть, так было всегда? Но мог ли премудрый Творец
вложивший в нас стремление к блаженству, лишить нас самого этого блаженства? Мог ли источник нравственности, источник любви и милосердия сам оказаться безнравствен и немилосерд? Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Если мы говорим, что, и цитируя Ильина, что жить стоит ради того, ради чего стоит бороться насмерть и умереть, во главе всего стоит нравственный идеал. Но мы знаем, что много примеров вот в истории, когда люди шли на смерть, да, проливая свою и чужую кровь за ложные ценности и идеалы. Писание по поводу этого говорит так. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Вот. Так есть у святых отцов такие изречения. Поэтому, в принципе, и в Писании, в Священном, и в творении святых отцов можно всегда найти ответы на все эти вопросы. Если человек сознательно захочет, поищет и найдет все это. Все это есть. И вот получается, что человек имеет как бы хорошие, благие идеалы, стремится к этому. Все есть, все хорошо. Человек – высочайшее создание в мире, и потому способен совершить много благих дел. Но самое важное – иметь личное желание этого достичь. А наука это нам дает. Но вся беда в том, что в человеке живет первородный грех. Первородный грех – повреждение человеческой природы, возникшее в результате неповиновения первозданного человека воле Творца и проявляющаяся склонности его ко злу. В человеке живет та гордость, тот дух самости, который в процессе этого стремления человека сворачивает его не туда, оскверняет, омрачает его ум. И его цели, идеалы, они как бы у них начинает становиться немножко иная окраска, не та. И он начинает не видеть реально, что уже идет не туда. Но он этого не видит. Это есть не что иное, как трагедия человека. Такое как бы ослепление его ума самомнением. Вот. То есть человек не очистил свой ум от самомнения, от духа самости. И по этой причине он не будет никогда действовать на благо человечества. На благо человечества может действовать только тот человек, который свободен освободиться от самомнения, от духа самоуверенности, от самонадеянности. То есть только тот человек, который обретет именно свободу вот от этого страстного настроя духа, от первородного греха, от духа самости, живущего в человеке, вот только этот человек может действовать во благо человечества. Потому что он может реально видеть цели, он может видеть и то, как эти цели могут достигаться. Причина та, что люди не могут прийти к нормальному, ко всему к этому в обществе, есть та, что человечество не видит реально целей, эти засады, которые на этом пути. Не видит этих подмен, иллюзий, обманов, обольщений. Не видит этого всего по причине отсутствия вот этого как бы, духовной трезвенности, вот, ясного ока ума, по причине того, что ум омрачен вот этим первородным грехом, самомнением, духом самости. Облака. Почему я их не видел на картине? Почему? Значит, Корчагин обречен? Да. Его ждет слепота. Полная слепота. Он даже граничит с безумием. Потом, естественно, приводит к безумию. Самый первый безумие. Бесы, скажем, Достоевского, потом да, все эти вожди, это же безумие. Да. И люди, одержимые таким духом, никогда не принесут счастья человечеству. Какие бы они реформы ни предлагали, какие бы они политические программы не предоставляли. Но все это будет самообман, иллюзия, которую просто люди не видят. Почему общество идет на поводу всех этих обманщиков? Потому что общество само ослеплено вот этим самомнением, само ослеплено самодухом, самоуверенности, самонадеянности.
само находится вот в этой духовной слепоте. Да как ты его преобразуешь в общество, если каждый человек там в своей семье, рядом с своими близкими там раздражается, гневается, озлобляется, ненавидит? Ну как ты это сделаешь, чтобы этого не было? Политической программой? Вот, как-то общество переделать по-другому? Ну и что? Зависть, недовольство, обида, гнев, раздражение исчезнет от этого? Не, ну если мы дадим ему все блага материальные, все, что у него будет, тогда, мол, он не будет раздражаться, гневаться, обижаться. Да нет, он захочет больше, еще дальше. Это не исчезнет. У него все время были и будут проблемы, потому что в нем живет первородный грех. Если каждый человек начнет искать того, чтобы решать эти проблемы на уровне своей семьи, на уровне того своей личной жизни, каждый день им совершаемой. Вот отсюда благоустроение семей, обществ человеческих, государств и прочее все отсюда идет, а не от всяких политических программ там. Ради этого на землю приходил Христос, чтобы избавить человека от власти первородного греха. Ради этого Он даровал свою божественную искупительную благодать в день Пятидесятницы, не спаславший его на апостолов, таким образом на весь мир, даровал его всему миру. И всякий человек имеет возможность прийти к этому и получить этот дар божественной благодати, дарованной через Христа всему миру. Но только как? Если он поимеет правильный и воспитает свой душевный настрой. Говоря о пути, ведущем к вечному блаженству, Христос в Евангелии указывает и признаки душевного настроя, необходимого нам на этом пути. Блаженны нищие духом, блаженны оплакивающие грехи свои, блаженны кроткие, алчущие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, блаженны миротворцы. То есть, хотите, говорит блаженство, вот вам средство для приобретения блаженства. Вы его ищете, а вот вам средство. Вот, поищите душевной нищеты, и вы найдете блаженство. Поищите кротости душевной, вы тоже найдете блаженство. Поищите милостивости душевной, вы тоже найдете блаженство. Хотите покой? Придите ко мне, говорит Господь. Хотите, чтобы сердце ваше, дух ваш успокоился, и прошли у вас скорби, страдания, печали? Тоже Христос дает лекарство от этого и предлагает: научитесь от меня, ибо я есть кроток и смирен в сердце. О нем Христос говорит, что кротость и смирение сердечное, смирение перед Богом. И вот это вот смирение перед Богом, которое потерял человек, и через это отпал и вошел в первородный грех, то есть остановился на самом себе, впал таким образом в дух самости, гордыни. Вот он, первородный грех. И человеку нужно теперь обратно выйти из этого духа самости, гордыни, первородного греха и вернуться, смириться перед Богом. И вот он и должен воспитать это смирение перед Богом в процессе своей жизни. По отношению, так сказать, к людям, там все оттенки и качества любви, которых говорит апостол Павел, который вам перечислил. То есть смирение, незлобие, добродушие, доброжелательство, душевную простоту, кротость. Ведь, в принципе, все люди стремятся, как бы, и говорят, в общем-то, о любви, там, что человечество должно любить там, друг другу, там, и проявлять эту любовь люди должны. Вот, не должно быть злобы, там, гнева, ненависти там, и так далее. Вот. Когда из Писания говорит, что Бог есть любовь. И вот апостол Павел, перечисляя эти качества настроя души человеческой, он говорит, что вот эта вот любовь, как бы во всех ее многогранных оттенках, она, говорит, не раздражается, не гневается, не озлобляется, не ненавидит, не злопамятствует, не ищет своего. Вот. Она не завидует, не радуется неправде, а сорадуется истине. Она не радуется там нечестию там, или еще чему-то. Вот. Она терпит, великодушествует, благодушествует. Вот. Она как бы всегда надеется на то, чтобы как бы ближнему творить добро, и надеется, не теряет надежды в том, чтобы ближнему помочь к тому, чтобы он пришел к какому-то добру, к благу. Вот. Проще говоря, тоже пришел к этому правильному душевному настрою. Вот этого она всегда ищет. Вот ее оттенки, вот ее качества, вот они.
Но если миловал ты в жизни своих собратьей, мой собрат, и ты найдешь в святой отчизне благую милость во 100 крат. А для этого, пожалуйста, человек, ты живешь в семье. Никто не против этого. Вот. Ты создал свою семью, ты строишь свой дом, ты делаешь это. И вот во время всего этого семья, дом, работа твоя. Вот. Во время всего этого и приключаются с тобой всякие такие неприятности, искушения, скорби, трудности жизненные, преодоления их. Вот. Там вылазит в тебе этот первородный грех. Отсюда образуются греховные навыки, привычки, страсти, которые делают жизнь человеческую несчастной, которые ослепляют ум человека, которые лишают его покоя, не приносят ему удовлетворения, обманывают его все время, делают ему, составляют некую такую иллюзию. И вот если ты в этом, во всем будешь с этим бороться, искоренять это из себя, воспитывать правильный душевный настрой, верные чувства, противоположные всему этому, искать избавление от власти над собой первородного греха, от этого духа самости, вот тогда человек и будет находить для себя что? Покой, душевный мир. Будет находить для себя вот то душевное удовлетворение, вот ту полноту удовлетворения, и будет к ней стремляться. И будет предвкушать уже в настрое своей души блаженство, которое и будет ему подавать Бог по дару своей божественной благодати. Когда на сердце нам повеет благая весть о небесах, святым восторгом пламенеет душа, поверженная в прах. Там дивный свет сияет вечно, там ясной жизни полнота, там наслаждение бесконечно. Просто научись это видеть рядом с собой, вот, с ближними твоими, вот, все. Учись это, ищи это. Не получается. Всякие случаи, которые... Да, через которые ты можешь это все приобретать, искоренять себе этот грех, избавляться от его власти над собой, чтобы он был не тираном над тобой и не влек тебя туда, куда он хочет, а чтобы ты избавлялся от власти над собой, вот это, чтобы он не владел тобой, этот грех, а ты бы приобретал истинно настоящую добродетель, входил через это в общение с Богом, стремясь, потому что по природе ты только можешь найти полноту, счастье, полное удовлетворение и блаженство только в общении с Богом, с Творцом и Создателем. Ты так сотворен, человек. Возлюбим Господа, и мы сойдемся все там и ликуя сольем сердца свои, умы в едином звуке. Аллилуйя. То есть то счастье всего человечества, которое люди ищут, оно у каждого в его душе. Об этом Христос сказал. Ищите, Царство, говорит Божие, внутрь вас есть. Ищите его там внутри вас. Через что? Через воспитание правильного душевного настроя, верных чувств, каждый день, во искушениях с вами приключающихся, при помощи Бога, стремясь через посредство всего этого войти в общение с своим Творцом и Создателем, с Богом по благодати Божией.
И через посредство воспитания верных душевных чувств, верного душевного настроя, который угоден Богу, который вводит человека в общение с Богом, с Творцом Своим и Создателем. Отсюда вот только человек и может обрести счастье, блаженство, вечный покой и вечное блаженство. Аллилуйя.